Всем привет, с вами канал про кино. И как всегда мы держим руку на пульсе самых горячих премьер. Август выдался богатым на новинки, а впереди еще сентябрь, скучать точно не придется. Политика, история, триллеры, драмы и даже капоэйра. Давайте разбираться, что же стоит добавить в список для просмотра. Начнем мы со свежего сериала от Netflix. Глоток напряженного триллера для тех, кто любит, когда политика и драма сходятся лоб в лоб. В Лондон приезжает президент Франции на саммит. Все чинно, благородно, пока не похищает супруга британского премьер-министра. Дальше ставки только растут. Шантаж, теракты, заговоры. И политика превращается в поле боя. Актеры. Сюран Джонс. Ее вы точно знаете по сериалам «Доктор Форестер» и «Дежурство». За плечами даже Бефта. Джули Дельпи. Легенда из трилогии фильмов «Перед рассветом», «Рассвет» и «Полночь». Номинировалась на «Оскар» за сценарий. Зрители пишут: напряженно, игра актеров огонь. Сериал «Заложник» – это не про героев-спасателей, а про власть, мораль и то, какие решения приходится принимать лидерам в момент кризиса. Атмосфера плотная, драматичная, местами даже тяжеловатая. Так что если хотите расслабленно под попкорн, не сюда. Но если любите умные триллеры с политикой, самое то. Ну что, с политикой и драмой разобрались? Но давайте переместимся во времена, когда все решалось мечом, а не переговорами. «Король и завоеватель» – свеженький исторический сериал от Amazon. 11 век, Англия, король Эдуард Исповедник умер, наследников не оставил, и понеслась жара. Два персонажа с амбициями. Они оба хотят трон и решают, кто главный. Но не в шахматах, а в битве при Гастингсе. Теперь про актеров. Джеймс Нортон. Помните «Счастливую долину» или «Войну и мир»? Да, теперь он в доспехах. Николай Костер-Вальдау. Для всех он всегда Джейми Ланнистер из «Игры престолов». Клеменс Поэзи. Флёр Делакур из «Гарри Поттера». Эмили Бичем, звезда «Маленького Джо» и «Круэллы». И, конечно, Эдди Марсан. Его вы видели в «Иллюзионисте», «Рэе» и еще десятки фильмов. Зрители хвалят батальные сцены, актеров и атмосферу. Так что если вам нравятся «Викинги» или «Последнее королевство», сериал может зайти. От битвы при Гастингсе возвращаемся в наше время. Франция подкинула нам драму с мистикой и психологией. Главная героиня Мадди, врач, у которой 10 лет назад трагически погиб сын. Но она встречает мальчишку, который вылитый ее ребенок. И не только похож, у него есть странные воспоминания, как будто он и есть ее сын. И тут начинается жара. Расследования, убийства, переезды, тайны прошлого и куча вопросов без ответа. Актеры. Гвендолин Амон, звезда французских сериалов, Бенджамин Барош. Знаком любителям французских драм, по сериалу здесь все начинается. Народ отмечает: красиво снято, напряженно, местами за душу берет. Но если вы ищете железобетонный детектив без мистики и странностей, может показаться слишком фантастичным. Вывод: сериал «Ты никогда не исчезнешь» стоит посмотреть. Особенно если любите психологические триллеры с загадкой и красивыми пейзажами. А если еще и верите в реинкарнацию, вообще попадание в точку. Если французская драма – это про внутреннее терзание, то американцы делают ставку на мясо, пули и спецоперации. Новый сериал от Amazon «Список смертников. Темный волк». Это приквел к списку смертников. И да, здесь главный не Крис Пратт, а Тейлор Китч. Тот самый парень из «Уцелевший», настоящий детектив и Уэйка. История про то, как из обычного морпеха морских котиков Бен превращается в темного волка. Тут тебе и спецоперации, и ЦРУшные мутки, и Моссад в придачу. Короче, смесь пороха, песка и морали. Актеры. Тейлор Китч, главный БС, о котором я уже упомянул. Крис Пратт тоже заглянет, но как же без него? Это наш звездный лорд из Стражей Галактики и приручитель динозавров из мира юрского периода. Ну и куча других крутых ребят. IMDb дает проекту оценку в районе 8 из 10, так что народ прям в восторге. Если хочешь мясного экшена, перестрелок, секретных миссий и чуть-чуть предательства для остроты, заходи. От морпехов и Моссада к британским спецслужбам. Делаем вскрытие британскому сериалу «Ядерная угроза». Сюжет крутится вокруг торговли ураном в Северной Африке. Тут и спецслужбы, и бандиты, и два парня, которые вляпались в историю похлеще, чем одолжил корешу денег. Главные лица. Элфи Аллен, тот самый Тион Грейджой из «Игры престолов». Шазат Латиф, знаком по сериалу «Звездный путь Discovery». Самира Уайли. Если смотрели сериалы «Оранжевый хит сезона», то ее точно узнаете. Критики говорят: динамика супер, картинка класс, но сюжет перегружен. Короче, экшен есть, напряжение есть, но иногда реально тяжело уследить за всеми.
Мое мнение, если хочется драйва, погонь, перестрелок и угрозы ядерного апокалипсиса, берите попкорн и смотрите. Но если ждете уровень Чернобыля, нет, это больше развлекательный боевик, чем глубокая драма. Переключаемся на Испанию. Netflix выкатила мрачный испанский мини-сериал «Две могилы». Начинается все с того, что пропадают две подруги-подростка. Одну находят, но уже поздно, вторая как сквозь землю провалилась. Проходит 2 года, и на сцену выходит бабушка. Только это Абуэла с характером. Она берет расследование в свои руки. Кто здесь играет? Кити Магвар. У нее за плечами куча фильмов и сериалов, а также национальная испанская премия Гойя на полке. Альваро Морте. Ну, тут все просто. Профессор из «Бумажного дома». Зрители говорят, смотрится на одном дыхании, актеры супер. Критики отмечают, сериал короткий, всего 3 серии, и это реально плюс. Нет воды, все по делу. Сериал «Две могилы» – это не расслабон под пиццу, а триллер под соусом драмы. Сильная актерская игра, мрачная история, быстрое развитие. Короче, если хотите что-то без лишнего за вечер, заезжайте, 3 серии пролетят мигом. Смена континента и добро пожаловать в Бразилию. Здесь в центре не полиция и не политика, а боевое искусство с душой – капоэйра. Если вы думаете, что это просто танцы под барабаны, вы очень ошибаетесь. Итак, 2 кореша – Венена и Наива. Учились они у крутого мастера капоэйры. Все было норм, пока не бахнуло одно событие. Итог – один сбежал, второй остался. Проходит 17 лет, и жизнь сталкивает их снова. Один чемпион подпольных боев, другой вернулся с прошлым за спиной. И вот тут начинается жара. Дружба, предательство, удары ногами через голову. В общем, полный комплект. Главные красавчики здесь: Рафаэль Логан, парень номинировался на Эмми за роль в сериале «Импурос», и Серджио Малейрос, актер, режиссер, такой себе автомото-велофото кинорадиомонтер. Критики сказали: драки поставлены огонь, атмосфера 70-х топ. Но учтите, ограничение 18+. Так что это не милый сериальчик с пляжами, а суровая драма с жесткими темами. А теперь финальный аккорд. Сериал «Задание» – 7 серий чистого криминального напряжения. ФБР гоняется за очень крутыми ребятами, которые обчищают дома наркоторговцев. С одной стороны семьянин, обычный мужик, с другой – подозреваемый номер 1. И вот где правда, а где двойная жизнь? Еще разбираться и разбираться. Теперь про актеров. Марк Руффало, тот самый Халк из «Мстителей», плюс кучу Оскаров и Золотых глобусов. Том Пелфри, знаком по «Озарку» и «Железному кулаку». Взял пару Эмми в молодости. Эмилия Джонс, восходящая звезда, молодая, но уже заметная в драмах. Ну и еще куча крепких актеров второго плана. Зрители иногда ноют, что сериал мрачный. Но камон, это же не ситком, а криминальная драма. Итог. Если любишь истории, где все на грани, семья или преступление, закон или хаос, то сериал точно твой вариант. Но готовься, будет жестко и без соплей. Вердикт. Стоит смотреть, особенно ради игры Руффало и Пелфри. В топе сезон будет точно. Вот такой сериальный коктейль августа и сентября. От интриг до боев, от мистики до реальных драм. А теперь выбор за вами. Что первым включите вечером? И главное, не забудь подписаться, если ты еще этого не сделал. Всем пока-пока, услышимся!